Манчестер Юнайтед продаст вингера Энтони после его аренды в Бетисе, пишет Football Insider. Английский клуб доволен, что лучшая форма 25-летнего бразильца пришлась на период в Бетисе, потому что это позволит команде увеличить спрос на игрока. Руководство Юнайтед считает, что 30 миллионов фунтов – это справедливая цена за Энтони и будет рада отпустить его за эти деньги. Раньше была информация, что вингером интересуется Бетис и Атлетико. В этом сезоне футболист забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 35 поединках. Один из грандов немецкого футбола остался без Лиги чемпионов. Red Bull Лейпциг потерял шансы на выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Лейпциг сыграл в ничью с Вердером в 33-м туре Бундеслиги со счетом 0-0. Таким образом, команда потеряла математические шансы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Пока Лейпциг имеет 51 балл в активе, а Фрайбург, который идет четвертым, 55. Несмотря на это, у «Быков» все еще есть шансы квалифицироваться в Лигу Европы или Лигу конференций. В последний раз Red Bull пропускал Лигу чемпионов в сезоне 2018-19. Дорогие зрители, а перед тем, как мы продолжим, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Спасибо за то, что с нами. А вот другой легендарный немецкий клуб, наоборот, вернулся в Бундеслигу. Гамбург обеспечил себе выход в Бундеслигу на следующий сезон. В 33-м туре второй Бундеслиги команда разгромила Ульм 6-1. Команда набрала 59 очков и идет на первом месте и уже точно не опустится ниже второго. На второй позиции Кёльн, который имеет на очко меньше. Гамбург вылетел из Бундеслиги в сезоне 2017-18 и с тех пор не играл в элите. До этого команда выступала во всех сезонах элитного немецкого дивизиона с момента его основания. Интер продолжает чемпионскую гонку за Наполи. По итогам матчей 36-го тура серии А выросла чемпионская интрига. Интер победил Торино 2-0, а Наполи потерял очки с Дженуа, сыграв в ничью 2-2. Теперь отрыв первых в турнирной таблице неаполитанцев от второго Интера составляет всего 1 очко, до этого было 3. В завершающих 2 турах Интер сыграет дома с Лацио и Комо. На выезде Наполи в гостях у Пармы и примет Кальяри. Манчестер Юнайтед установил антирекорд. Манчестер Юнайтед потерпел очередное поражение со счетом 0-2 от Вест Хэма. Это 9-е домашнее поражение Манчестер Юнайтед в сезоне АПЛ. Это худший результат в истории клуба. Последний раз такое было 63 года назад. В этом сезоне Юнайтед еще могут установить абсолютный антирекорд, если на Олд Траффорд проиграют Астон Вилле в 38-м туре. Криштиану Роналду потерял шансы на чемпионство. Аль-Иттихад победил Аль-Фейху в 31-м туре Саудовской пролиги со счетом 3-0. Таким образом, за 4 тура до завершения сезона Аль-Наср потерял математические шансы на чемпионство. Команда Криштиану Роналду идет 5-й в таблице и отстает от Аль-Иттихада Карима Бензема на 14 очков. Таким образом, 40-летний Роналду не смог выиграть уже 11-й трофей в составе саудовской команды. 2 игрока Интера покинут команду после текущего сезона. Нападающие Хоакин Корреа и Марко Арнаутович покинут Интер летом на правах свободных агентов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. У обоих игроков в июне заканчиваются контракты с клубом. Интер арендовал Корреа у Лацио в августе 2021 года на сезон, после чего выкупил за 27 миллионов. В этом сезоне он провел за клуб 19 матчей и отметился 1 голом и 3 ассистами. Арнаутович выступает за миланский клуб на полноценной основе с июля 2024 после трансфера из Болоньи за 11 миллионов евро. В нынешней кампании он сыграл 26 матчей, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. Барселона устроила очередной камбэк и обыграла Реал Мадрид в драматическом триллере со счетом 4-3.
Уже в дебюте встречи оборона Барсы ошиблась в своей штрафной, а Щенсному ничего не оставалось, как сбивать Мбаппе в своей штрафной. К отметке подошел пострадавший француз и уверенно пробил пенальти в левый угол ворот. Щенсный даже среагировал на удар с отметки, но от его рук круглый влетел в ворота. Через несколько минут сливочным удалось удвоить преимущество, где неугомонный Мбаппе оформил дубль и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги на данное мгновение. Однако Барселона быстро отыгралась. Эрик Гарсия из пределов вратарского отправил мяч в ворота. Далее главная звезда Барсы Ямаль сравнял счет в матче. Только Барса сравняла счет, как в следующее мгновение вышла вперед. Рафинью вывели 1-1 с Куртуа, и бразилец точно пробил в правый нижний угол. Уже в раздевалку сине-гранатовые удвоили преимущество. Воспользовавшись обрезкой Реала, Рафинья закатывал мяч уже в пустые ворота. Во втором тайме игра происходила при преимуществе Барселоны, но и Реал тоже пытался огрызаться. Во время одной из контратак сливочных оформил хэт-трик Мбаппе. У Барсы пытался забить Ямаль, однако с его ударами Куртуа справился. В результате минимальная победа каталонского клуба. Отметим, что после данной победы отрыв Барселоны от Реала в турнирной таблице составил целых 7 очков. У каталонцев 82 балла, у сливочных 75. До завершения сезона чемпионата Испании осталось 3 тура. Барселона еще сыграет с Эспаньолом и Атлетиком на выезде и с Вильярреалом дома. Завершающие матчи Реала пройдут дома с Мальоркой и Реал Сосьедадом, а также в гостях против Севильи. Похоже, судьба чемпионства уже решена. После этого матча президент Реала Флорентино Перес не сдерживал эмоций и решил выгнать своего игрока. По информации испанских СМИ, для президента Галактикос Флорентино Переса стало очевидным, что клубу нужны изменения на позиции правого защитника. Перес расстроен игрой Лукаса Васкеса. По его мнению, ему нет места в клубе. Реал постарается продать Васкеса до старта клубного чемпионата мира. Отметим, что сам капитан Реала в перерыве встречи не мог сдержать слез. Как сообщает Defensa Central, после первого тайма, по итогам которого сливочные уступили 2-4, хотя начали с преимущества в 2 мяча, капитан команды Лукас Васкес, который допустил несколько результативных ошибок, зашел в раздевалку в слезах и обратился к Карло Анчелотти. «Я все это натворил, это моя вина», — сказал Лукас. «Похоже, больше Васкеса в футболке Реала на поле мы не увидим». Кроме Васкеса, Реал хочет избавиться еще от 2 игроков. Мадридский Реал готовит перестройку состава на лето 2025 года. По информации испанских СМИ, руководство Бланкос решило, что разумным будет продать 2 игроков – бразильца Родриго Гоэса и марокканца Браима Диаса. Связано это с тем, что у 2 футболистов произошел большой спад во второй части сезона, и руководство Бланкос считает, что это серьезно повлияло на результаты команды на финальной стадии сезона. Барселона также хочет продать своего футболиста, однако многие игроки против этого трансфера. Каталонская Барселона рассматривает трансфер испанского полузащитника Пабло Торре. По информации испанских СМИ, лидеры сине-гранатовых испанцы Ламин Ямаль, Гави и Педри попросили руководство Барселоны оставить Торре в клубе. Наставник сине-гранатовых Ханс Дитер Флик пока не определился с судьбой Торре. Руководство Барселоны хочет продать Торре, но рассматривает также и аренду футболиста. Отметим, что не обошлось в матче Барселона-Реал Мадрид и без громкого скандала. В послематчевом комментарии полузащитник Барселоны Педри выступил с критикой в адрес главного арбитра поединка. Во время игры был стопроцентный пенальти в нашу пользу, но его не назначили. Вероятно, испанец имеет в виду момент, когда мяч попал в руку француза Чуамени во вратарской линии мадридцев. Однако судья почему-то не дал пенальти. Дорогие зрители, а как вы считаете, был ли пенальти в данном эпизоде? Напишите в комментариях.
Также, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами.